Так, ребята, доброе утро. Среда, маленькая пятница, как говорят, да? Отстояли мы 11 часиков. Все нормально. Вита стоял за мной тут. С левой стороны тоже там. Еще один коллега, но с польского филиала стоял. Слева. О, сейчас стоит, вернее. А он начал движуху. Парень с Украины вроде. Как Витас говорит, они вместе там контейнера меняли. Витасу не повезло вчера. Ну как не повезло? Смотрите, он взял контейнер с грузом, поехал его выгружать. Выгрузил. И увидел, что наверху на крыше дырка большая. Ну, пришлось ехать обратно менять контейнер. Хорошо, что недалеко. Вот как увидеть, что там дырка в контейнере? Это пипец, конечно. И вот он поехал менять и застрял там, по-моему, на 2 часа, на 2,5 часа. Куда-то, говорит, они все исчезли, никого нету. Ждем. И вот подъехал парень с Украины, с филиала. Ну, с польского филиала. По поводу... Так что кто-то там спрашивал у меня, вот можно через Польшу устроиться в эту компанию. Ну, не знаю, вот можно, нельзя, но есть такая вероятность. Я уже смотрю, что польские ребята во всех фирмах работают. Не знаю, не через Мардайна даже, а как-то через Польшу. Но работают. Правда, они там как-то работают странно. Но я не знаю, как ребята с Украины там работают. Но вот сами поляки работают 2 недели через неделю. Ну, простояли они там, но очень долго. Где-то 9:30 только вечера. Им дали, другие контейнера. И он приехали сюда, спрашивал, есть места? Я говорю, да, здесь куча мест. Я говорю, а то, что ты мне говорил, там, где эти самые карманы есть, говорю, там занято. Но я там дальше уже совсем далеко не поехал, я просто видел, что занято. А проехал мимо других карманов, те тоже заняты были. Вот. Ну, приехал ко мне, постоял здесь. Ну, нормально, а что здесь? Никаких проблем нету. Стой и стой. Какая разница, где стоять? Там в кармане или здесь? Я понимаю, там кому туалеты нужны, там, мало ли, там, душ. Но время 9:30, сами понимаете, ничего бы не нашел. Он уже стартанул, там 120 километров, у него 8 часов начала. Погрузки у меня там 9, у меня как бы время есть, я решил заехать на заправку. Сейчас заправимся, ребята. Чтобы потом время не тратить. А раньше времени я не хочу начинать, чем указано по погрузке. Не потому, что мне лень, нет, я могу начать раньше времени, но дело в том, что я уже 1 раз так начал, а по плану, и потом я не успел на базу доехать. Не, я бы там успел бы, все нормально. Там, где мы с Томасом 3 часа грузились. Поэтому в 9 так в 9. Ну, можно приехать раньше, но что у них там запланировано, неизвестно. Но сейчас, получается, я вот поеду, загружусь, верну обратно контейнер. И, наверное, поеду опять грузиться. И я думаю, что будет круг такой, загружусь и повезу куда-то выгружать. Все-таки ребята молодцы в планинге. Они, как вам объяснить, стараются придерживаться своему правилу. Груз в порт должен быть доставлен сегодня, в день погрузки, чтобы ты не стоял с грузом опломбированным где-нибудь на паркинге. В этом отношении не просто на бумаге, да, как я говорю все время, а
а именно придерживаться этому правилу, это очень радует. Блин, вчера перепутал, не тот букинг им отправил, когда докладывали. Почему у меня другой букинг пришел? Откуда он у меня взялся, старый? По-моему, я просто его не заменил. Странно очень. Ну, вот заправка здесь у нас буквально 2 километра. Тоже очень удобно. Выезжаем из порта, потому что я, в принципе, не знаю, что меня ждет дальше, это раз. Во-вторых, лучше заправиться, потом время на это не тратить. Но нам все равно это все по дороге. По этой дороге я и пойду дальше. Единственное, надо будет идти на заправку, туда вправо. О, тут у меня как-то так температура в кабине растет. И там возле заправки тоже есть паркинг, но он платный. Платный, если там сходишь в ресторан, то оплачивается. Паркинг входит в ресторан. Ну, я не знаю, как его оплачивают, не оплачивают, если в чеке будет написано ресторан, а не паркинг. Я даже не знаю, сколько стоит. И что нужно взять, чтобы паркинг сработал. Я заходил там в этот ресторан, там народу было немерено. Когда у меня времени не хватало уже. Думаю, да ну его в баню, поеду обратно в город. Ну здесь нормальное место. Я зря тогда вот туда лез куда-то химиком. Только время потратил и стал еще так неровно. Потом выравнивался. От лужи уходил. Потому что в лужу неинтересно было открывать дверь, у тебя лужа яма с водой, да, грубо говоря. Лужа. Реально. Извини, забыл. Или проложить? Ну вот паркинг у нас. Сейчас заедем. Вот видите, большой с правой стороны трак Изи. Наш карман открыт. Вот как много машин стоит. Не знаю, все тут они платные, может быть, или бесплатные. Или проложить? Не могу знать, ребята. Я думаю, мы сейчас и все заправим. И AdBlue тоже заправим. Сначала AdBlue заправим. Потому что надо поближе. А этот можно будет подъехать. Ну все. Ну все. Быстренько заправились. Не то, что там на этих, блин, в карго-трансе непонятные какие-то. Так, что здесь такое? Ага. Это что, в карго-трансе, да? Какие-то непонятные заправки. Самый понятный был, конечно, Хестеркамп. Вы можете меня ругать, не ругать. Там все было просто. Бельгии полные баки, остальные все шелки, которые были в списке, можете заправляться. Ну все, как бы заправились, друзья мои. Блин. Боюсь очередной раз сказать, что, блин, как все тут, блин, суперско. Начинают, блин, говорить про какое-то лизание задницы. Не хочу никому ничего доказывать, потому что, блин, это напрасный труд. Буду похож на этого самого, знаете, на финансиста, который открыл золотую жилу и пристает к вам по телефону вложиться туда, да? Я думаю, что реальный нормальный человек не будет заниматься такой фигней, как предлагать
прибыльный бизнес кого-то чужого, да, обычно своих предлагают. Психология. А тут начинают звонить, какую-то фигню нести. Я уже пару раз так отвечал, прикалывался. Работу там типа предлагают, не работу, а вложить деньги. Я говорю, окей, я согласен, дай мне денег, я тебе их отдам после первой прибыли. Зачем ты мне звонишь? У меня денег не хочешь. Да и были бы я свои деньги не вкладывал, нафига мне надо. Ну там вы риски, понимаете. Я говорю, я понимаю риски, так что отстань от меня, мне не нужны твои риски, блин, и все, блин. Эти звонки по телефону. Один раз, когда, помню, в такси работал, я клиента вез, я говорю, можно на громкую? Он говорит, ну давай. Врубили на громкую, и мы там вдвоем прикалывались с этого. Рассуждает, что-то рассказывает, задрал уже. Потом, типа, а что вы там смеетесь? Я говорю, а что, нам плакать, что ли? Рассказывайте тут какую-то фигню, блин. Мы должны, блин, еще слушать вас внимательно, с серьезным видом. Так что, знаете, я вот сегодня утром проснулся с такой мыслью. Солнышко светит, погода замечательная. Ехать недалеко на загрузку. Ну вот 8:26 я приезжаю, если не будет, конечно, пробок. И думаю, знаете, давно мне такого не было в жизни. Желание беречь рабочее место. Ну, в том случае, в смысле, что, наверное, что надо переживать, чтобы все было хорошо, чтобы с тобой не расстались. Вот в этом смысле. Наверное, последний раз у меня такое было, я даже не знаю, наверное, в Хейстеркампе, в начале работы. Я там что-то и то не было такого, не было. Может быть, первый там первую каденцию, может быть, было такое. А потом нет, все в порядке, вообще никаких проблем. Ну и может быть в Рига Сатекс, когда я работал, да, может быть, было что-то такое, полуощущение. А так вот реально вот сейчас думаешь, вот такую работу надо беречь. Такое рабочее место, да, в такой компании. Единственный, говорю, минус, который я... Ну, два минуса. Один маленький минус, это то, что нету стиральной машины на базе, но она будет в коттеджах. Можно будет туда ездить, стираться. Один, говорю, 40 километров находится, который на данный момент. Но он уже будет закрываться, будут приезжать ребята в этот, которые сейчас перестраиваются. Он вообще находится там 6 километров, 5-6 километров от базы. Спасибо. Вот. И второй минус, это он более серьезный такой, да, что не компенсируются затраты на трансфер. То есть за свой счет я еду домой и из дома. Но все это, ребята, реально гасится, не знаю, тем, что условиями работы, зарплаты, атмосферой, отношением. Ну, это не понять. Надо попробовать, надо испытать. Знаете, я всегда говорю, есть такое выражение, из грязи в князи, да, и наоборот. Лучше из грязи в князи, в том смысле, чтобы было сравнить с чем? С компанией, в которой, блин, какие-то непонятные вещи творятся, да, какие-то непонятные задания, какие-то непонятные паркинги, блин, какие-то непонятные заправки, наезды. Потом, когда некомпетентный диспетчер, вообще не понимающий ничего, учащийся на своих ошибках, на слухах, как мне Сергей говорил, там это, Ольга, она ничего не понимает, но у нее хорошая память. Помимо хорошей памяти нужно смекалка, размышлять головой, не отвечать как автомат. Еще быть переводчиком между англоговорящим диспетчером и англоговорящим водителем. Это вообще тупость невероятная. Это вообще, меня это в голове не укладывается. Как, зачем?
Зачем мне нужен переводчик, который бог знает что и как переводит. И потом выставляет водителя в неправильном свете перед основным диспетчером. Если бы я оставался в Карготрансе, одно из условий было, что я работаю напрямую с диспетчером на английском языке, потому что нету проблем, вообще нету проблем в общении с англоговорящими людьми, для которых является не родной английский, понимаете? Одно дело это англичане, ирландцы, шотландцы, американцы, может быть канадцы, не знаю. Не помню, как канадцы разговаривают на английском языке. Ну так вот, и попадая в такую компанию, ты понимаешь, что елки-палки, как так? Почему не везде? Почему? Я еще, дурак, зимой сопротивлялся. Надо было поработать на Ника 2. Я там договорился. Какой же идиот. Поэтому думайте сами, решайте сами. Я считаю, что надо искать такую работу, где складывается 3 основных условия. Я уже вам говорил. Работа нравится в определенной компании. Зарплата устраивает в определенной компании. И надежный тыл. Жена, дети, семья, которая не бубнит, не создает проблемы, не звонит вам о каких-то великих проблемах постоянно, и ты думаешь о доме. Вот когда 3 условия этих складываются, так сказать, как я его называю, пожарный треугольник, тогда все замечательно. Я надеюсь, все понимают, что такое пожарный треугольник. Это вот, грубо говоря, почему случается пожар. Для того, чтобы пожар случился, должно совпадать 3 условия. Возьмем треугольник, 3 стороны. Первое – это температура. Второе – это воздух. И третье – это огонь. Вот если одной из этих сторон убрать, пожара не случится. Так вот и здесь. Треугольник, значит, зарплата, атмосфера и семья. Если одно из этих условий убрать, то работа будет не в радость. Так что вот реально поймался на условии, что нужно беречь место в этой компании. Потому что, только я сам могу накосячить. Только я сам. Вчера у меня вчера, 2 косяка было таких. Один это то, что я проехал, на радарчик. Посмотрел по видеорегистратору. Впереди шла машина, тоже фура. И он там, мы шли с одинаковой скоростью. Он начал чуть-чуть подтормаживать, и я начал подтормаживать. Но я не видел, щелкнуло его или нет. Но меня вот точно щелкнуло. Это первое. Второе, как мне объясняли до этого, если ты видишь, что груз не полный и возможно сдвижка груза в контейнере, нужно ставить ремни крест-накрест. Я это и сделал, когда отослал, мне сказали, что Олег, не надо это делать, потому что тогда мы этих ремней не увидим. Я говорю, окей, но здесь было расстояние до дверей и вино, и я не был уверен, что груз нормально довезу, потому что там по горам надо было ехать. Мне объяснили, потом еще прислали письмо, что мы на контейнерах не ставим ремни, а ставим только на трейлерах, там, где мы грузим и выгружаем. Когда грузим, мы ставим, когда мы выгружаем, мы их забираем. Посмотрим, может быть, высчитаются этих 2 ремня. Но я не в обиде, просто, может быть, я еще с Эриком обговорю эту ситуацию, покажу ему фотографии, что вино. Кстати, я не помню, говорил вчера, нет, мне презентовали 2 бутылки вина. Fireway, типа домашняя, столовая. Мы просто разговаривали с грузчиком. Нет, я когда был там в ресепшене, я говорю, а груз, что он говорит, вино. Я говорю, вино хорошее. Он говорит,
спросить, типа, у грузчика, тебе даст бутылку. Я говорю, да как-то неудобно спрашивать. Он говорит, ерунда, можешь спросить, нет проблем. Когда мы разговаривали с грузчиком, я говорю, а вино одной марки? Он говорит, не, по-моему, там несколько марок вина. Я говорю, ну ясно. Он говорит, хочешь вино? Я говорю, ну не знаю, а что можно? Он говорит, да, сейчас я тебе принесу бутылку. Приносит мне 2 бутылочки. Ну отлично. Отвезу домой супруге. Ну, вино не... Ну, с этой, с Южной Африки, да, вот это. Вино такое. Не знаю. Не разбираюсь я в винах, я разбираюсь в пивах. Правда, последнее время я вообще почти не употребляю пиво. Может быть, банку одну в неделю выпью на базе. А так не интересует. Наша работа, чтобы быть в сознании, все-таки лучше не употреблять нигде, ни на базе, нигде. Ну ладно, там пиво употребил, но крепче напитки и уходить в прострацию, как я говорю, улетать в космос, либо тем более затяжной полет на дельтаплане, этого я не понимаю. Я считаю, что нужно быть как-то свежая голова, без дрожи в руках и коленях. Ох, и стакан стоит какой-то. И голова не должна быть больная, надо, чтобы соображать быстро. Неважно, это похмелье дело такое серьезное. Я помню это состояние, когда там переберешь, а на утро нужно что-то делать, а у тебя... ой, нет, ребята. За рулем все-таки надо освободиться, уехал на каденцию, забудь ты про это дело, у тебя будет отпуск. Неделя, 2, 3, 4, кто как заработает. И можете смело улетать в космос, если жена разрешит. А есть такие клиенты, конечно, вот тоже стоят машинки здесь, под мостом. Ну, возле моста. Кстати, отметил я эту точку на будущее, мало ли пригодится. Здесь кармашек? Да, здесь кармашек. Кармашек стоит. Что-то забыл. Хотел сказать и забыл что-то про алкоголь. Бывают такие, я говорю, блин, выйдет, блин, полубухой, дел натворит, потом плачет, как ребенок. Ну ладно, про алкоголь завершили тему. 57 километров. Пока нормально идем, будем, по-моему, уходить куда-то, наверное. Не, не будем уходить, просто правее держаться показывает. Через километр. И повнимательнее на дороге, на знаки надо обращать внимание. Не ожидал я, что там боковой ветер 60 и стоит радар. Главное, он стоит так хорошо, как они обычно ставят на спусках. Ну ладно, переживем и эту проблемку. Главное здоровье. Ну, соответственно, следить надо, смотреть. Ты идешь и думаешь, а что о тебе подумают те сзади, твои коллеги, если ты тут подтормаживаешь? Да по барабану, что они подумают. Ты едь по правилам, и все будет нормально. Они пускай едут так, как они хотят. Вот здесь 70. Красный флажок светофора. На бреду нам не надо. Я вот не помню, был я там или не был.
Потому что название продукта это знакомое, какой-то канти, ну а что это там в этих упаковках? Мне тогда больше волнует самопогрузка, не самопогрузка, потому что как-то самопогрузка это, ну, нормальное, знаете, как бы движение, но просто бывают такие палеты, ставят высокие палеты, они качаются, и вот тогда начинаются проблемы. Я сам видел, и у меня у самого падали, блин, палеты. Ну его нафиг. Какое-то такое неприятное состояние. Ты его берешь палет, он качается, ёхай ты, блин. Еле его тащишь и смотришь, как он, блин, сползает. В Германии у меня было. И никто не подошел, не помог. Сам просил, чтобы перевернуть палет, коллег. Хотя бы там эти бутылки все не надо было переставлять. А потом начинаешь их собирать, эти бутылки. Блин. Собираешь, а они не становятся прямо, как должно. Расползаются, потом, и как вспомню. Поэтому я очень аккуратно вывожу палеты и завожу палеты. Потому что одно дело, у него упадет палет, пофиг, он говорит. Как где там было? Я беру палет, поднимаю, а он у меня, ну вот я его поднимаю, а он у меня падает на бок. Это было тоже где-то, где автоматизированная система. Я этому говорю, а что делать, у меня палет развалился. Он такой смотрит, говорит, говорит, вот сейчас привез мне мусорный ящик, говорит, туда бросай. Я говорю, что все? А тоже была, по-моему, минеральная вода. Он говорит, да, все туда бросают тоже. Которые упали. А говорю, на палете? Говорит, на палете я заберу, увезу. Вот эти все бутылки, блин, пошли в мусорный этот ящик, знаете, как из-под строительного мусора. И думаешь, блин, одна бутылка 25 центов, пустая. Выбросил, наверное, евро 50. Вот. Ну, 50 так 50, ребята, 52 километра нам еще. Ехать спокойно приедем, спокойно сходим, знаете, быстро-быстренько спустимся с горы и все сделаем дела. Нет, мы медленно-медленно спустимся с горы и медленно-медленно сделаем все дела. Как говорится, в нашей работе, вот в этой, лучше не надо торопиться, надо спокойно, размеренно делать свое дело. Никто тебя не требует. Давай быстрее. Хотя нам на некоторых компаниях, я говорю, блин, а почему так долго грузят? Скажи, что быстрее грузили. Блин. Вы что, идиоты, что ли? Я один раз сказал это, говорю, я телефон дам, звоните. Почему медленно грузят? Звони. Мне-то как, что я, блин, пойду разбираться, почему медленно грузите? Или, блин, тоже звонит, говорит, я, блин, стою, жду рампу, начинаю движение к рампе, там звонит, блин, я некогда мне с тобой разговаривать. Потом перезвонит, а почему вы трубку не берете? Я говорю, так я к рампе паркуюсь. Но трубку-то можно взять? Я говорю, нельзя трубку взять, понятно? Нельзя. Я поставил машину к рампе, звоню вам. А почему так долго ждали рампу? Я говорю, блин, телефон дать вам? Что значит, почему я так долго ждал к рампе? Потому что рампа была занята. Почему, как я, что я могу делать? Скажите, чтобы они быстрее загрузили. Не буду я, говорю, ничего говорить. Я еще раз повторяю, я вам дам телефон и звоните и говорите им, чтобы они быстрее грузили. Деловая такая. Типа, блин, знаете, грузчиков наняла, которые ей мебель в квартиру таскают. Иди скажи, бери и позвони. У вас там вторая погрузка, это, говорю, не мои проблемы. Вторая, третья или какая. Я поеду, когда закончат погрузку, когда оформлю документы, тогда я и поеду. А не от того, что вы так сейчас хотите. Зачем вы мне даете погрузку, если знаете заранее, что я не успею туда?
вами, говорит, невозможно. Я говорю, со всеми невозможно. Вам почему-то со всеми невозможно разговаривать. Что такие глупые вещи вы говорите. Почему? Что? Иди, сходи. Вы пойдите, попробуйте, скажите. Застрянете здесь вообще еще на 2 часа. Ну ладно. Погода вроде сегодня замечательная. За бортом хотя 4 градуса, но тепло. Я вот в маечке. Поэтому больше, я так думаю, чтобы... Надеюсь, что не будет тут самопогрузки. Но обычно, в принципе, когда я заметил, груз идет на юга, самопогрузки нет. Они сами грузят. Ну, так скажем, из 10 случаев погрузок у меня только на 2 фирмах самопогрузка и самовыгрузка была. И, кстати, я вот за это время, уже 2-я неделя идет, я сейчас скажу вам, только в 2 местах был там, где мы были с Андреем. Только 2. В одном я грузился, во втором я выгружался. На прошлой неделе в пятницу. В четверг я грузился. И потом в пятницу я выгружался. Все. Все остальное как бы новое что-то. Витас тоже говорит, он в последнее время ездит по новым фирмам. Раньше там по одним и тем же ездил, сейчас по новым. Я говорю, так это хорошо. Значит, есть работа, значит, это здорово. Ну вот пробеги увеличились. Ну ничего. Как говорил Женя, делаешь сначала все 15-шки, а потом спокойно работаешь по 13 часов. Без этих самых. Без проблем. Но я вот вчера все-таки сэкономил 15-шку. Сейчас посмотрю, вот приедем туда, есть ли там паркинг. Тогда, если есть паркинг, вот такие вещи я буду отмечать. А всякие автохофы, как я раньше делал, ну, поначалу, да, своей работы. Зачем их отмечать? Ну, их нафиг. Автохоф ты и так можешь найти. Есть аппликации всяких паркингов. У меня 2 варианта. Либо я иду по дороге, и свободное место на паркинге есть. Второй вариант, я иду в промку. Вон, кстати, впереди стоят вот как бы минаретная башня, смотрю, и как купол, знаете, как этот самый. Вот там ходят верующие, правоверные. Но на одном я видел петуха, а не полумесяц. Как мечеть, вот. Очень похоже так, как бы, да? Я не знаю, что это такое, но, наверное, все-таки думаю, это мусульмане. Для них это сделано. Да, я очень много встречаю мусульман и вижу, как они делают обряд, молитвы на коврике, кто в кабине, кто в прицепе. Здесь какой-то справа маячок, напоминает мне богданец. А вот здесь нет, здесь вот полумесяц стоит, какой-то маленький горит. Там он крест стоит на куполе. А вот с правой стороны, который, мы уже проезжаем, он за забором. Когда я вот сюда, в эту сторону ехал, я Наташе говорил, жене, что смотри, блин. Да, вот Андрюхе позвонил, блин, так и не знаю, где он там пропал, трубку не берет, канальчики тут, бухточки, здесь тоже грузят погрузки, выгрузки. Ну вот сейчас проезжаю, посмотрю, что там. Не, петух почему-то там. Солнце в глаз. Даже, скажем, в нос. Ладно, ребятки, 40 километров. Длинный монолог.
видео длинный получается. Мне говорят, что... Ну, я говорю, что? Ну, а что делать? Еду, болтаю. Мои видосы кто-то смотрит как видео, кто-то просто слушает. Но, наверное, много этих самых гигабайт уходит. Кто дома, тому удобнее. А то в походе, только если у вас безлимитный интернет есть. Ну все, едем дальше на погрузку, потом расскажу, что там и как. Таким паркингом. У меня два варианта. Либо едем. Что, 3 километра меньше осталось. Компания Транспорт Бэдлив какой-то. Будем искать. С пуговицами перламутровыми. Как-то надо будет очень хитро ехать. Скоро опять налево. В каком месте именно налево? На светофоре, наверное. Вот здесь налево. Сейчас кругаля будем давать. Опять под мост, что ли? Будем надеяться, что заезд там нормальный. Royal Canin. Это какие-то жилые дома или это офис? Офисные. Wonderland. Уже ты мне надоело уже. Перегревается телефон, бешивает. Блин, все никак не доходят руки поставить. Лето на носу, надо поставить какую-то там отражать. Придумать. Чтобы телефон не грелся. Вот, тут написано No Parking зона. Так, сейчас нам опять налево надо будет. Нет, по-моему, куда-то за город ведет. На окраину, как минимум. У нас главная дорога. А, вообще суперская. А что тогда он там стоял? У нас главная дорога. О, блин, опять потом направо. Да ладно, я не разогнался, 50 приеду. Там кольцевая будет какая-то. Обра. Я тут не был. Не узнаю эти места. Значит, не было меня здесь. Видите, знаки для велосипедистов. Уступи дорогу. А не так, что говорят, что они едут где хотят. Нет, я видел знаки для велосипедистов. И уступи дорогу. И движение велосипедом запрещено. В определенных местах. Все по-серьезному тут с ними. Они полноправные члены, участники движения, так скажем. Так, километр 200. За мной тоже коллега едет. Здесь встану где-нибудь, чтобы мешать не буду. Пойду ходить. Пойду ходить бродить, чувствую. Кюни-Нагель, это известная компания. Кюхне-Нагель. Нам надо вот туда. А что здесь с зонами? Здесь зоны нету. Не вижу я название этой компании на таблице, которая нам нужна.
850 метров нам уже осталось. Коллега за мной едет. Что он там какой-то по развороту еще делает, что ли, у меня? А вот там знак. Ну, здесь даже не встанешь. Честно говоря. Так, здесь не надо нам направо. Следующий поворот у нас направо. 500 метров остается. Вот это, что ли, здание? Вот сюда, что ли? Аэропенду, кафе, лазер, техник. Того, что мне надо, название не вижу. А, вот, Бэдрис Вагон, наверное. Нет, это ну, дальше. Блин, это тоже сюда заезжает. Посмотрим, где там название. Какое было? Транспорт Бэдри. Транспорт Бэдри. И как нам сюда заехать? Транспорт Бэдри. Я не знаю, сюда нам, не сюда. Показывает сюда. А по факту Девриз. А, не, нихера не сюда. Вот, сюда нам налево. Заехать нормально. Конечно, я тут заехал. Познал. Я не задел. Слишком рано решил повернуть. А где тут офис? Ага, вот там офис. Паркинг, наверное, вот здесь. Ладно, встанем здесь. Куда поехал? Мимо? Сори. Он знает, куда ему ехать. Вот в чем хорошо. А я не знаю, куда мне ехать. В отличие от него. Сейчас мы встанем и пойдем куда надо. Вы знаете, по-моему, я здесь был все-таки. По-моему, это здесь есть эти конфеты. Сейчас скажу. Меня конфетами, значит, угостят вкусно. Да. Да, по-моему, это и есть это. 194-е. Перепроложить. Да, точно. А, еще стоит. А там интересно, кто у нас стоит? Не Андрюха ли?
Да, голландец знакомый, хороший чудак, который вчера, не вчера, позавчера крышу клеил. Тоже как-то интересно стоит, дружил, блин. Пойду, поговорю.